Работу не... Так, подъезд 8. Ага. Опа. Так. Там. Звоним. Алло. Здравствуйте. Компьютерного мастера вызывали, да? Угу. Скажите квартиру, пожалуйста, 250, да? Пин-код? Хорошо, 1, 2, 3, 4. Да, дверь открылась. Спасибо. Сейчас буду. Угу. Второй этаж, да? Хорошо. Всем привет, с вами Аскер Гидар, и сегодня я расскажу вам невероятную историю, которая приключилась со мной недавно. Все началось с поиска работы, о котором я упоминал здесь. Здесь еще кружочек появится, обязательно посмотрите этот видос, вам очень понравится. Но суть не в этом. Я зашел в Хохру и начал искать работу мечты. Написал компьютерный мастер. В течение недели трудных поисков метро, на автобусе, на обеде я наконец-то нашел эту работу, которая завлекла меня своей зарплатой 70 и 50 тысяч и гибким графиком. Естественно, я прочитал не один раз предложение, оно было очень хорошее. Отослал свое резюме, которое выглядело примерно так. И не прошло и часа, мне уже ответили, что мое резюме их заинтересовало, и они ждут моего звонка не с терпением. Ну, я незамедлительно ответил. И мы уже на завтра договорились о встрече. После работы я сразу выехал. Но со мной приключилась еще одна неприятная ситуация. Меня оштрафовали на 1000 рублей из-за бедных 4 рублей. А все это было так. Я, как обычно, пополнил свою тройку на 46 рублей. Обычно, конечно, я оплачивал через социальную карту, но за день до этого я его потерял. Сел на автобус и прикладываю тройку в терминал. А там высвечивается, что, мол, не хватает средств. Но я пытаюсь пополнить через телефон, а тут не возьмись, появляется контролер. Берет карту, проверяет и говорит: ваши документы. Я объясняю, что подождите, пожалуйста, я сейчас оплачу. На что это милая, добрая особа мне говорит: нужно проверять баланс. Я, конечно, ошалел, вообще затерялся. Ну и что делать? Документ дал, она выписала мне вот такой огроменный, штраф. Я все уже. Итак, я остался без 1007 рублей. Почему 1007? Ответ очень банальный. Оплачивая через госуслуги, взимается комиссия в размере 7 рублей. И вот я уже расстроенный, ругая весь этот мир за всю его доту, захожу в торговый центр и ищу место встречи. Не могу найти. Звоню. Понимаю, что место встречи вообще находится в бизнес-центре. Ну что делать? Иду туда. Там мне делают электронный пропуск через звонок. И с трудом я нахожу 516 кабинет. Стучусь и вхожу. Там мы пообщались с менеджером. Он такой здоровенький мужик лет 30. Он мне дает маленький тестик, там что я умею, какие навыки у меня есть при ремонте компьютера, что нужно делать и тому подобное. Вот. После того мы пообщались с ним, но он особо ничего у меня не спрашивал, там что нужно сделать, какие инструменты нужны. И я даже на это внимание не обратил, к сожалению. Таким образом, моя первая встреча закончилась теми словами, что мы вам перезвоним. Как это необычно бывает, мне перезвонили, но этот второй звонок для меня был довольно неожиданным, так как в этот момент я сидел в свой приятный уголок, а именно в уборной. Ну что же делать, взял трубку и начал слушать серьезным видом.
И так я услышал хорошие новости, о которые думал в этот момент. И с улыбкой на лице вышел из уборки. Вторая встреча произошла без происшествия. Мне дали маленький тестик при заполнении документов, попросили паспортные данные, но без трудовой книжки. На это я тоже особо не обратил внимания. После оговорения графика мне пришлось установить некоторые приложения для получения заявок и общения с менеджером. Таким образом, радостный и окрыленный мечтами на будущее, я вышел из бизнес-центра. Мой первый день работы начался после высшей математики и физики. В 13:00 я бегом вышел и написал операторам, что готов к работе. И в течение 10 минут мне ответили. Я получил заявку, и я уже пожалел о том, что поставил галочку настройки и ремонте принтеров. Ну что же делать? Принял заявку и поехал. Путь занял 2 часа и 30 минут. По пути я еще смотрел видосики, настройки и ремонте принтеров. Ну, так, для себя. Не мог найти фирму. Позвонил, меня встретили и наконец-то начали мне объяснять, в чем состоялась суть. Дело было в том, что салфетка заставила принтеры. Я разобрал принтер, почистил, смазал, настроил. Ну, особо там и нечего было настраивать на самом деле. Выставил счет 2500. Конечно, это дорого, я согласен. Но в правильном листе у меня вообще написано было 4300, не знаю за что. Может там если замена роликов было бы. Тогда возможно резинки, ролик. Но это тоже не столько стоит. Клиенту заполнил бланк, и мне сказали, чтобы я поехал в центр. Я купил билет на центральный вокзал. После покупки я получил новую заявку, которая находилась не там, где мне хотелось. После этого что делать? Купил новый билет, и это еще плюс 2 часа пути. Я доехал до частного дома, где я ждал на улице около 10 минут, так как у меня не было их номера, мне пришлось менеджеру писать, то что вот так, менеджер позвонил, и вот, мне открыли дверь, захожу, и они начинают объяснять, что, мол, не знаю, почему не работает, картриджа не видит, помогите, пожалуйста. Ой, я попросил у них сперва салфетки и спирт, разобрал, почистил, смазал, настроил, но ни одна из попыток не помогло. Сбросил, никак, не отвечает, он так тынь-тынь-тынь-тынь, и все. Пишу менеджеру то, что не работает, вот такая ситуация, сделал все необходимые действия, но никак. На это менеджер отвечает, что нужна замена платы. Это будет 1800. Я клиентам объясняю то, что у вас есть такие варианты. Я могу заменить плату, ну, то, что стоимость будет 1800, приедет другой мастер и заменит. Потом вы можете новый принтер купить. Третье, это вы с другого мастера вообще, есть другой фирмы. На это клиент начали разговор про мошенников, уточнили цену и уточнили дату, когда все это будет происходить. Я говорю, что в течение 2-3 дней, ну, мне менеджер так сказал. И они согласились. Я начал заполнять бланк, отослал им, ну, менеджер отослал отчет, и после этого они предложили мне чай. Мне было не по себе, так как я не смог, пришел и не смог решить их проблему. Но они настояли на своем. За чаем мы обсудили про военную операцию, спецоперацию, то есть про образование. Они еще после чая, питья довезли меня до остановки. Таким образом, я в 00 вернулся домой и понял, что я сегодня ничего не ел, кроме угощения гостя. Так я и уснул. Второй день должен был начаться с 9 часов утра, но начался только в 10:30. Почему, не знаю.
Они не отвечали в течение часа и 30 минут. Ладно. Получил заявку, долгий путь был, 2 часа и 15 минут. Еще я вышел не на ту станцию, потом еще блуждал там и там. Ну, клиенты жили в частном доме, и там еще была огромная злая собака. Но все обошлось, меня никто не показал за 5-ю точку. Мне открыли дверь, показали принтер, я диагностировал то, что проблема была в конденсаторе, ну, правильно, блок питания, где конденсатор лопнул. Отправил фото менеджеру, на это мне менеджер отвечает, что стоимость новой платы 3500. Конечно же, клиенты отказались, на это менеджер пишет, стоимость выезда 1500. Несмотря на то, что на их сайте написано выезд бесплатный, но прикол в том, что они не уточняют, что при ремонте выезд бесплатный. Блин, хитрые. И приходится мне отдуваться. Блин. Я ему говорю, они не будут платить 1500 рублей. Максимум 1000 рублей дадут. Ладно, мы договорились, 1000 рублей. Они выслали на счет сервисным центром, и я разошелся. Так как мне сказали еще поехать в метро, я поехал. И в течение 2 часов я там был. Но мне никто не отвечал. Блин, и я поехал обратно домой. Второй день вообще был прекрасен, так как у меня путь туда только занял 4 часа. Потому что я не туда поехал. Блин, адреса. Опять же, связано было с принтером. Там, опять же, блок питания. Замена 1800 рублей. Я оставил свой номер и уже пожалел, потому что мне вот такую смс-ка пришла. Потому что из сервисного центра никто не отвечал и не брал трубку. А что будет дальше и было, история умалчивает. Таким образом, я поработал 3 дня бесплатно. Меня оштрафовали, потратил силы и время. И деньги на дорогу. А еще потерял шапку. В последний день написал, что я увольняюсь и больше с ними не контактировал. Я даже сейчас не знаю, что с последним заказом. Они ей позвонили или нет. Я им говорил, что надо позвонить. Они, не знаю, игнорили. Но сказали, что позвонят. И все. Ладно. Хочу выразить огромное спасибо вам, всем моим зрителям, так как уже 57 подписчиков и более 5000 просмотров. Я на самом деле вообще не ожидал, что меня будут кто-то смотреть. Кстати, еще 4 марта этому каналу исполнилось 1 год. Подписывайтесь в телеграм-канал, там я буду еще рассказывать о себе. Все будет в описании. Жду ваших советов. Я также буду искать новую работу. Сейчас я работаю вкусно и точно. Смотрите вот эти видосы. До скорых встреч. Possibility.